Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю посмотреть свежим взглядом на представителя ветки эсминцев Германии в игре «Мир кораблей», а именно эсминец 6 уровня Эрнст Геде. И начнем мы со статистики по всем эсминцам 6 уровня за последние 28 дней. И, к сожалению, Геде нечем особо гордиться. Эсминец занимает последние позиции по проценту побед, опыту, нанесенному урону и количеству потопленных кораблей на европейских серверах. И несколько лучше дела обстоят у эсминца в РУ-регионе. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет этот эсминец в игре «Мир кораблей», рассмотрим перки командира, обсудим модернизации. Кроме того, попытаемся понять, в чем его сильные и слабые стороны. И сразу нужно сказать, что будет непросто. Эсминец имеет одно из лучших на уровне, количество очков боеспособности 16500. Напомним, что максимальное количество очков прочности 17200 у французов Eagle и Гепард, а минимальное 11500 неожиданно у американца Farragut. Геде имеет типичное для класса бронирование, которое перед вами сейчас на экране, и особого разбора не требует. Но нужно отметить, что эсминец имеет достаточно крупный для класса корпус и в силу этого довольно быстро теряет очки прочности в бою. Геде имеет одну из худших маскировок на уровне для класса. После разделения внешнего вида и экономических бонусов, базовая заметность всех кораблей снижена на 3%. Теперь дальность видимости с кораблей 7,3 км и видимости с самолетов 3,4 км. Прокачав перки капитану, получаем 6,6 км засвета с кораблей. Хуже маскировку на уровне имеют лишь французы. Farragut имеет такую же плохую маскировку, а все остальные эсминцы будут нас пересвечивать. Таким образом, наша маскировка лишает нас шанса первого выстрела в борьбе с эсминцами, а также часто не позволит нам действовать скрытно и внезапно. Геде имеет максимальную скорость хода в 36 узлов, что ниже среднего на уровне. Немного спасает ситуацию активация расходника «Форсаж». Самый худший на уровне радиус циркуляции 690 метров и один из худших показателей времени перекладки рулей 4 секунды. Совокупность этих характеристик дает плохую подвижность и, пожалуй, худшую маневренность на уровне. Наша плохая подвижность не позволяет нам эффективно преследовать одноклассников, а также является причиной быстрой потери очков прочности при выходе из-под огня противника. Перейдем к орудиям. 4 орудия в 4 башнях с двумя калибрами на выбор: 128 мм и 150 мм. Дальность ведения огня 10,9 км для орудий любого калибра, которой в большинстве случаев будет достаточно. Неплохая скорость полета снарядов 835 метров в секунду для фугасов и бронебойных. Точность стрельбы на такой дальности особого дискомфорта не вызывает. К углам наведения как бы вопросов нет, но стоит отметить, что башни у эсминца поворачиваются медленно. Большие габариты и плохая маневренность эсминца в долгих перестрелках приводят к существенным потерям очков прочности. Средняя на уровне скорость перезарядки орудий 5,1 секунды для 120 мм орудий и 7,5 секунд для 150 мм орудий. Такая перезарядка орудий дает нам ДПМ ниже среднего на уровне на фугасах и выше среднего на бронебойных. Следует также отметить самый высокий на уровне урон 150 мм орудий для фугасных снарядов 2200 единиц и бронебойных снарядов 3700 единиц. Орудия с калибром 150 мм имеют ожидаемо самое высокое бронепробитие на уровне. Для фугасов бронепробитие 150 мм орудий составляет 38 мм и максимальный шанс пожара 12%. Кроме того, 150 мм орудия с легкостью выбивают цитадели из крейсеров, рискнувших подставить борт Геде. 128 мм орудия не выглядят так убедительно.
Подводя итог по главному калибру эсминца, нужно сказать, что 150-ки выглядят довольно интересно в коротких схватках. А именно короткие схватки и рекомендованы этому эсминцу в силу его крупных размеров и плохой маневренности. И вот мы подошли к торпедному вооружению эсминца, которое представлено двумя четырехтрубными торпедными аппаратами с возможностью пуска с любого борта и имеет следующие характеристики. Торпеды имеют неплохой на уровне шанс затопления 227%. Для сравнения, европеец имеет шанс затопления всего 119%. Максимальный урон каждой торпеды 13700 единиц, и это чуть выше среднего на уровне. Дальность хода торпед средняя 8 км, и с учетом нашей маскировки все так же позволяет осуществлять инвизные пуски торпед. Но все же дальность торпед позволяет действовать эффективно в обороне и лишь изредка в атаке. Скорость хода торпед выше средней на уровне и составляет 65 узлов. А вот заметность торпед не лучшая и составляет 1,3 км. Время перезарядки 90 секунд, и это средний параметр на уровне. Геде получил, казалось бы, вполне неплохие торпеды на уровне, которые к тому же имеют неплохую дальность хода и хороший урон. Но дальности хода торпед хватает лишь для эффективного противостояния атакующему противнику. А вот в преследованиях эти торпеды оказываются бесполезными. Нужно отметить неплохое по меркам класса ПВО, которое представлено двумя аурами. Ближняя аура до 2 км с уроном 119 единиц и средняя аура до 3,5 км с уроном 42 единицы. Но мы ведь понимаем, что в нашей игре в большинстве случаев ПВО эсминцев будет отключено по двум причинам. В угоду незаметности и в силу того, что это ПВО все же не представляет серьезной угрозы авиагруппам. Перки командира и модернизации в нашем выборе следующие. Первый перк – профилактика. Второй перк – из последних сил, который позволяет частично сохранить скорость и маневренность при клетах двигателя и рулевых машин. Третий перк – мастер борьбы за живучесть, что увеличивает нашу прочность. Четвертый перк – мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, повышая живучесть эсминца. Пятый перк – отчаянный, что повысит наши шансы в схватках с эсминцами. Шестой перк – суперинтендант. Увеличивает количество снаряжений. Дымы позволят лишний раз безопасно добить противника или спрятаться от авика. Дополнительный форсаж тоже лишним не будет. Ну а ГАП и торпеды подсветят, и вражеского эсма в дымах обнаружит. Думаю, на этом уровне мало у кого будет кэп с большим количеством перков. На Геде я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усиливаем живучесть главного калибра и торпедных аппаратов, что позволит нам более эффективно использовать возможности эсминца в бою. Второй слот – защита машинного отделения, чем повысим живучесть двигателя и рулевых машин, что так важно для эсминца, который всегда находится на линии огня. Третий слот – системы наведения. Повысим точность и немного улучшим наш главный калибр. Несмотря на тугие башни, я все же повышаю точность ведения огня, а не скорость поворота башен, так как эсминец неэффективен в затяжных перестрелках. Четвертый слот – рулевые машины. Для Геде с его ужасной маневренностью жизненно необходим. Доступное снаряжение Геде. Стандартная аварийная команда, время работы 5 секунд и время перезарядки 40 секунд. Дымогенератор. Время постановки дымов 20 секунд, рассеивание 61 секунда и перезарядки 160 секунд. Стандартный форсаж, который увеличивает максимальную скорость на 8%, работает 120 секунд и перезаряжается 120 секунд. ГАП, который увеличивает дистанцию обнаружения кораблей до 4 км, торпед до 3 км и подводных лодок до 2 км. ГАП позволит нам более безопасно себя чувствовать при стрельбе в дымах и эффективнее уворачиваться от торпед. Но с учетом откровенно плохой маскировки в борьбе за точки, ГАП не будет так эффективен.
Подводя итоги, следует сказать, что Эрнст Геде – это эсминец, который своими мощными 150 мм орудиями весело отрывает цитадели крейсерам-бортоходам на бронебойных и уверенно выжигает всех фугасами с шансом поджога 12%. Довольно неплохие торпеды Геде эффективны лишь в обороне, а вот плохая маскировка не позволит нам действовать скрытно при наличии на фланге практически любого эсминца. И даже лидерские показатели живучести Геде не позволят ему доминировать в затяжных схватках из-за плохой маневренности и больших габаритов. И лишь аккуратная игра на протяжении всего боя позволит эсминцу оказывать существенное влияние на исход боя. К тому же, Геде имеет универсальный набор расходников и играть на нем довольно интересно. Но рекомендовать его можно, пожалуй, более опытным командирам, именно из-за непростого геймплея. Интересно, какие впечатления у вас оставил себе этот эсминец? Жду ваших комментариев. До встречи в следующих видео.